Всем привет! Вы на канале 88 Клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сейчас хочу показать, как связать крючком вот такую вот сумку-корзину. Очень вместительную, удобную. Она отлично держит форму и дополнит любой летний образ. В мастер-класс войдет вязание одной половинки сумки, расскажу, как делать добавления, как вязать прямые и обратные ряды, как вязать укороченные ряды, а также как добиться таких ровных петелек. На протяжении всего видео озвучиваю тонкости и моменты, которые важны, поэтому смотрите его до конца. На свое усмотрение и по своему желанию вы сможете заменить материал сумки на шнур или джут. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Приступим. Мне понадобится пряжа трикотажная. У меня лицевая намотка фирмы Бисквит. Цвет латте. Я приготовила 3 мотка, но расскажу также, как уложиться в 2. Ссылку на магазин оставлю под видео и также прикреплю туда промокод на скидку. Крючок номер 7, маркеры, можно обойтись без них, это первоначально, чтобы визуально было видно, где делать добавление. Игла для сшивания, тоже приготовила ее заранее, еще не решила, как буду сшивать половинки сумки. Ручки. У меня ручки нестандартные, немножко больше стандарта, 17 сантиметров. Обычно они 14-15. Тоже отталкиваясь от этого, скажу, где и как вам набрать. Также под видео добавлю параметры и вес готового изделия. Приступим к вязанию. Сумку буду вязать узором галочка в раскол 2 видами рядов. Прямым и обратным. Прямой ряд будет галочка в раскол, обратный покажу как. Каждый раз моток буду подматывать на опоре, чтобы нитка не перекручивалась. Вот так по чуть-чуть, чтобы она сама с клубка не разматывалась. Итак, начинаю вязать с того, что отмеряю край в метр, может быть чуть больше, 1,5 запаса. Он останется для обработки краев сумки. Теперь формирую петлю первую и уже рабочей нитью буду привязываться к ручке. Сумка вяжется сверху вниз, поэтому мне нужно сейчас набрать, исходя из размера моей ручки, вот примерно половину петлями. Для меня это 25 петель. Соответственно, ручка у меня побольше. Если сумку делать миниатюрней, то и расход пряжи можно уложиться в 2 мотка. Я набираю 25, вы набираете на свое усмотрение. Я думаю, где-то 20-22, если наберете, то 2 моточка вам хватит. Итак, во время вязания я буду контролировать подачу нити. На пальце она будет всегда скруткой вверх, чтобы петельки в полотно поступали ровно и аккуратно, каждый раз одинаково. Вот, контролирую, поправляю. Сейчас набираю 25 петель. На этом этапе неважно, четное, нечетное количество. Набираем комфортное, необходимое количество. Их количество также закладывает размер сумки. Я набрала необходимое количество петель. Теперь мне нужно вернуться обратно. Буду сейчас вязать обратный ряд. Переворачиваю мое вязание и натягиваю максимально нить, чтобы сделать ее тоньше, чтобы этот ряд был как можно компактней. Ввожу крючок в половину кромочной косы, ближней ко мне, вытягиваю нить и делаю соединительный стежок. Следующее то же самое. Следующее то же самое. Таким рядом я вернусь обратно. В каждом обратном ряду я не буду делать никаких добавлений, просто провязываю его как есть, возвращаясь к своему началу ряда. Я подхожу к окончанию ряда, провязываю последнюю
переворачиваю мое вязание. Теперь формирую первую петлю следующего ряда. Мне нужно ввести крючок вот сюда, вот сюда, вот сюда и вот сюда, над полукосой, в то место, куда я протягивала прошлый ряд. Итак, ввожу, вытаскиваю первую, вытаскиваю крючок и формирую первый столбик. Вот он. Готово. Теперь следующий. И так далее. Но здесь мне нужно разбить полотно на добавление. Что я делаю? Я создала 4 луча добавок. Будем добавлять по 4 в каждом прямом ряду. Но я учла, что у меня не 25 столбиков, а 26. Вот здесь образуется еще один 26, то есть плюс 1 к набранным. Я разбила 4, 4, 3, 3, и здесь получилось у меня 8. То есть здесь одинаковые клинья, здесь одинаковые клинья, здесь клин побольше, он будет формировать в итоге дно сумки. Вот ориентируйтесь, что центральный клин примерно двойной от крайних. Вот эти клинья чуть меньше крайних. То есть это будет зависеть от количества набранных вами петель. По этим лучам пойдут добавления. Я их не считала. То есть не считая 4, 4, 3, 8, 3, 4. Я продолжаю вязать столбики. Как при вязании галочка в раскол, слежу за подачей нити, и там, где поставила маркеры, я провяжу по 2 столбика в одно отверстие. Таким образом заложу свои добавления. Вот сюда двойной, первый, второй. Слежу за подачей нити, чтобы она не перекрутилась, чтобы все столбики были одинаковые. И так вяжу до конца ряда. Здесь с кромки я сформирую вот тот лишний один столбик. Вот мое добавление последнее. Я провязываю еще 3 столбика. И 4 сейчас образую в кромку, иначе здесь немножко край будет утоплен. Я ввожу крючок вот между 2 нитями, одна с одного края, другая с другого. Вытаскиваю здесь этот столбик, и он будет 4-м, последним. Вот что у меня вышло. Теперь натягиваю нить по максимуму и образую обратный ряд, то есть возвращаюсь к началу вязания теми же соединительными за полкосы, которая ближе ко мне. Вот что получается. Возвращаюсь обратно. Я заканчиваю второй обратный ряд. Здесь последняя соединительная. И вот здесь есть такая диагональная. В нее я тоже делаю, чтобы этот край тоже не был утопленным. Переворачиваю, слежу за подачей нити. Теперь буду вязать узор галочка в раскол. Мне нужно делать проколы ровно посередине галочки нижнего ряда. И так сформировать первую петлю. Вытаскиваю крючок, вставляю в обратном порядке, протягиваю. Вот она первая. Вторая то же самое. Важно следить, чтобы крючок с изнанки вышел между 2 нитей этой же самой галочки. То есть зашел ровно в середину и вышел тоже из середины. Вытаскиваем и провязываем. Так я буду вязать каждый прямой ряд. Обратный я делаю соединительными, прямой я вяжу галочка в раскол.
Схему добавлений сейчас расскажу. Вот я довязала до добавления прошлого ряда. Добавлять буду в каждом прямом ряду, но по определенной схеме. Вот 2 столбика, которые мы добавили. В одном ряду я буду добавлять в левый, и зеркально здесь в правый, в следующем наоборот. Итак, вяжу, провязывая двойной в левый столбик прошлого ряда добавленного. Вот здесь 2. В следующий я также добавлю в левый. Здесь провожу мысленно центр. Здесь буду добавлять в правый и в правый, чтобы было одинаково. И так вяжу до конца ряда. Я в конце второго прямого ряда и провязываю последние 2 галочки. Одна, как все у меня, и крайняя, вот она, нужно проткнуть вот здесь и захватить еще одну здесь. Она как будто половина, потому что следом не идет еще одна. Мы ее также провязываем. Готово. Вот что выходит. Вот здесь можно эти галочки вот так расправить чем-нибудь остреньким. Если они ложатся не так идеально, как хотелось бы, всегда можно взять и немножко поправить. Переворачиваю, натягиваю нить и вяжу обратный ряд. Точно так же, как предыдущий, не забываю протянуть вот в эту диагональ тоже. Итак, у меня 3-й прямой ряд. Я вяжу по рисунку до добавления. На добавлении я буду уже смотреть, в какую из 2 петель мне нужно снова провязать 2. В каждом ряду я буду чередовать. Это будет либо правая, либо левая. Вот они 2. В позапрошлом ряду я провязала в левую, значит сейчас буду вязать 2 в правую. Вот, обратите внимание, сейчас 2 в правую. И таким образом, как бы елочкой, у меня пойдут добавления. Тут то же самое. Тут, соответственно, зеркально, но по тому же принципу. Я смотрю, что я вязала в правую, значит, я буду вязать в левую. Соответственно, оно получится как отражение. Вяжу ряд за рядом, прямые, обратные. В каждом прямом делаю добавление. Так мне нужно провязать, чтобы было 6 рядов. Я провязала 6 прямых рядов. Теперь мне нужно вязать ряды укороченные. Переверну изделие. Для себя я вижу, какая глубина сумки мне нужна. То есть еще примерно столько же, может чуть-чуть больше. Соответственно, я планирую провязать, еще 7 рядов. И при этом не увеличить сильно ее ширину. То есть этого мне достаточно. Плюс еще пойдет дно, она немножко даже увеличится. Итак, укороченные ряды важно провязать вот в этом диапазоне, по вот этим клиньям между добавлениями. Это пойдет на дно, оно еще немножко увеличится. Это пойдет уже на ширину,
сильно не увеличится. А вот здесь будем вязать укороченные ряды. 7 укороченных рядов у меня будет. Но чтобы сильно не чистить, я тогда начну немножко вот здесь заранее. В этот столбик первый ряд укороченный пойдет, и соответственно точно такой же столбик здесь зеркальный. То есть вот оно добавление, вот столбик сразу справа, и здесь вот оно, это добавление, этот тут слева сразу. Вот сейчас такой укороченный ряд я буду вязать. Итак, вяжу обратный ряд до маркера, не до конца. Первую в первую, и пойду вязать соединительные в каждую. Вот я обратным рядом дошла до маркера, смотрю, еще одна у меня там, провожу ее, провязываю и переворачиваю вязание свое. Сейчас буду формировать первый столбик следующего ряда. В ту, которую мы наметили, вытаскиваю, вынимаю крючок и протягиваю. Готово. Поправляю немножко. И теперь продолжаю вязать. Напоминаю схему добавок. Вот оно, добавление. Оно было в левое добавление предыдущего ряда. Значит, сейчас делаю в правое. И так дальше. Вяжу я до маркера с другой стороны. Вот здесь сейчас добавка у меня. Если вы все делали точно так же, у вас тоже добавка на этом месте. И теперь до вот этого столбика, в этот столбик последний в этом ряду. И буду вязать обратный ряд. Вяжу до конца этого укороченного ряда. Довязала до конца своего укороченного ряда. Провязываю последний столбик. Переворачиваю, готовлю нить для вязания обратного ряда и буду вязать обратно. Но у меня следующий ряд укороченный тоже. Каждый раз мы должны вязать более короткий ряд. Я для себя наметила, чтобы мне закончить в этом районе, мне нужно вязать ряды через 2-3 петельки. Вот следующий ряд у меня закончится здесь и, соответственно, в такой же петле здесь. Вот, 3 столбика я отсчитала для себя и с этой стороны. И так далее. Следующий сделаю на 2 покороче, потом еще на 2, потом на 3. У меня тут появятся еще петли за счет привязывания рядов с теми же добавлениями. Так что я для себя намечаю, я закончу вот до этого момента, то есть до момента, где у меня дно. Я сделаю 7 укороченных рядов и перейду уже к вязанию рядов без добавлений. Готов второй укороченный ряд. Я намечаю следующий. Здесь у меня 3 столбика, здесь сейчас сделаю 2, 2, 2, еще несколько рядов, потом снова 3, и у меня уже закончится этот клин. Буду вязать общие ряды, большие. Все, продолжаю в том же духе. Намеченное количество рядов укороченных провязываю, один короче другого. Слежу, чтобы все было симметрично. У меня сейчас последний укороченный ряд. Я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это 7. Здесь у меня 3 столбика, 2, 2, 2, 3.
И вот здесь не получается сделать 3, потому что попадает на добавление, и я вижу по предыдущему ряду, что я добавляла в левую, сейчас нужно в правую добавить. Чтобы здесь не добавлять и на добавках не запутаться, я оставляю здесь 4 столбика и вяжу свой последний ряд до аналогичного столбика здесь, до этого. Я закончила вязать укороченные ряды, у меня их 7, ступенечки у меня разные, поэтому на этом этапе важно сфотографировать изделие, потому что нам нужно будет связать точно такую же вторую половину. Если вы делали не как у меня, то советую вам запечатлить это кадром, чтобы не ошибиться и не сбиться. Сейчас буду вязать обратный ряд уже до самого начала. Так как сделать на ступеньках, сейчас покажу. Я иду обратным рядом сейчас по своим ступенькам, провязываю диагонали вот эти, которые на краях у меня образовались, чтобы не потерять петель. Вот так, тоже соединительными. То есть вот он, петля столбика, и вот здесь еще вот эту захватываю, тоже ее протягиваю, чтобы немножко сгладить и вернуться в начало ряда. Вот она, на каждой ступеньке диагональную тоже провязываю. Вот она. Все. Таким образом возвращаюсь. Вот что у меня получилось. Я уже начала вязать следующий ряд. Он будет последний, в котором я буду делать добавление. Здесь у меня лесенка, здесь более сглажено. Но сейчас с этим рядом мы все скорректируем. Итак, вяжу свои столбики. Вот сейчас перед этой ступенькой подтягиваю хорошо, чтобы было достаточно компактно. И протыкаю следующую галочку, вывожу, столбик будет короче остальных. Вот этот переход мне нужно немножко поправить. Вот так, чтобы было максимально аккуратно. Теперь идет добавление. Было в правую, значит буду добавлять в левую. Делаю все точно так же, как и делала. И в эту 2 буду вязать. Одна, вторая. Слежу за подачей нити. Тут достаточно сложно подлезть, но возможно. Вот. Можно немножко расправить столбики. И здесь снова переход. Я вяжу такой коротенький столбик. Готово. Все вяжу, делаю добавки. Мне нужно провязать до этого момента, а здесь буду спускаться. Итак, я не забыла вот здесь добавить в крайнюю правую. Здесь подхожу уже к своим ступенькам, и зеркально нужно добавлять в левую. Я провязываю 2 последних столбика, один, вот этот крайний, второй,
И вот сюда мне нужно будет вязать 2. 1 и сюда же 2. Вот что получается. Продолжаю спускаться по ступенькам. Вот он последний. Здесь подхватываю и заднюю нить. И так далее. Не забываю сделать добавление. Вяжу до конца. Вот здесь делаю добавку в правую и обратный ряд точно так же. Ряды с добавлениями закончились. Я провязала обратный ряд. И перед тем, как перейти к вязанию дна, то есть рядов без добавлений, я хорошенько отпарила, дала остыть и высохнуть. Пока мокрая и горячая еще, можно окончательно петельки поставить на свое место, чтобы все смотрелось красиво и аккуратно. Итак, сейчас буду вязать ряд за рядом ширину по боку и дно по низу. У меня это 3 прямых ряда, соответственно, с 2 обратными. Закончу я здесь. И у меня заканчивается уже моток. Я покажу, как ввести другой моток без узлов и сшиваний. У меня закончилась нить. Я беру новый моток, кладу скруткой вверх и продолжаю вязать столбики, вытягивая уже новым. Эти 2 края я сейчас свяжу в полотно. Все, продолжаю столбики. Это первый ряд без добавлений. Таких мне нужно провязать 3. Вот так оставляю эти кусочки внутри. Я закончила 3 прямых ряда без добавлений. Немножко стало изделие закручиваться, образовалось дно и вырисовались стенки. Теперь я вернусь обратно, но уже не таким рядом, как я делала на протяжении всей сумки, а немножко иначе. Вот, ввожу крючок в полную косу с лица на изнанку, вытаскиваю петельку и протягиваю ее. И так дальше. Над каждым столбиком есть коса кромки. Туда я крючок и ввожу. У меня получится вот такая косичка по всему краю. Делаю я так до конца. Вот что у меня получилось. Я заканчиваю свою обвязку. Важно видеть, что столбики вертикальные и над ними был горизонтальный стежок обвязки. То есть вот он, еще один у меня. Я ввожу крючок прямо в него, вытягиваю нить и завершаю обвязку. То есть сколько столбиков, столько и петель. Точно так же вяжу вторую половину. Здесь я отрезала с запасом, на второй половине не отрезаем, ей и будем сшивать. У меня готовы 2 половины. Сейчас я буду сшивать их между собой. Крючок у меня вставлен там, где нить не отрезана еще. Итак, важно, чтобы коса подошла к косе. Ориентируйтесь на вот эти столбики.
чтобы все было ровно, не съехало никуда. Вводить крючок я буду. Здесь у меня выведена петля, здесь вот в самую верхнюю. Протягиваю и протягиваю. Теперь сшивать буду, чередуя половины. Ввожу в нижнюю, во второй косе петельку, то есть не та, которая идет по лицу, а внутренняя, вот в нижнюю половину, и чередую. То сверху вперед захватываю, то снизу. Протягиваю и протаскиваю. Теперь с этой стороны. Так сшиваю до конца, образуя вот еще одну косичку по центру. Вот внимательно, чтобы они пошли ровно, не съехала ни одна половина никуда. И здесь в конце, соответственно, тоже все должно совпасть. Вот у меня предпоследний. Можно вытянуть это ушко. Сейчас мы спрячем их. И последний. Он образуется из этой петли, то есть тоже вводим куда-то сюда. И вот из этой, с крайней, прям по кромке. Все. Вытягиваем и два вот этих кончика прячем в изнанку с помощью иглы. Несмотря на то, что мы все ровно сшили по дну, если приглядеться, кажется, что один край немножко ниже. То есть вот этот выше, а этот ниже. Здесь я уже все это исправила обвязкой. Сейчас делаем то же самое здесь. С этого края, где у меня остался отрез нити, я обвожу вокруг ручки еще раз его и вывожу вот у основания первой галочки. И начинаю обвязку. В центр галочки один стежок за другим до следующей ручки. Здесь продолжаю обвязку прям по верхним петлям сшивки половин, чтобы уравнять их. Я подошла к той ручке, край которой мне кажется заниженным. Вывожу сюда отрез нити, наматываю его немного. Теперь протягиваю в эту петлю, которая завершит обвязывание. Увожу снова. И через ручку возвращаю в нее же. Вот что получается. Здесь имитация стыка. Увожу наизнанку. И можно с помощью иглы спрятать кончики внутри и в конце их подшить. Готова сумка-корзина, очень вместительная, отлично держит форму. Сейчас на экране загорятся видео, которые могут быть вам интересны. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо и пока!